Если перед вами стоит задача собрать комплект для домашней звукозаписи, неважно, будет ли это музыкальная звукозапись, запись подкаста или, например, стриминг из дома, но вы не очень разбираетесь во всем этом многообразии, например, какую вам выбрать звуковую карту, как к этой звуковой карте подобрать правильный микрофон и, что немаловажно, как к этой самой звуковой карте подобрать правильные наушники, чтобы в них было все слышно достаточно громко, на помощь придут специальные комплекты для звукозаписи. У фирмы Audient такой есть, собрали специально для вас этот комплект и сегодня о нем поговорим. В него входит звуковая карта EVO 4, микрофон от тех же самых Audient и наушники. Давайте смотреть и разбираться вместе. Мы уже делали отдельный подробный обзор на внешний аудиоинтерфейс Audient EVO 4. Если вы жаждете подробностей, то я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с этим роликом. Ссылку на него вы сможете найти наверху в аннотации, и ее же мы продублируем в описании к этому видео на YouTube. Сейчас только о самом главном. Это внешняя звуковая карта на 2 канала по входу. У нас есть 2 комбо-разъема, так что сюда мы можем подключить сразу 2 микрофона, конденсаторные или динамические, неважно. Сюда также можно подключить стереолинию. Ну, допустим, записать звук с синтезатора в стерео, такая возможность имеется. Более того, на первом канале у нас вход продублирован спереди. Это DI-вход на полевых транзисторах для музыкальных инструментов. Ну, так называемый инструментальный вход, к которому можно подключить, например, электрогитару и спокойно записать ее по проводу прямо в линию. Электрогитару мы слушали в полноценном обзоре на EVO 4. Я думаю, не стоит напоминать, где вы сможете найти ссылочку на него. Сейчас послушаем динамический микрофон. Это еще один такой тест. Он показывает, как преампы EVO 4 отрабатывают с динамическим микрофоном. Напомню, что мы штатно для такого референса используем SE-V7 в подобных тестах. Теперь вернемся назад на конденсаторный микрофон, который звучал до этого и будет звучать теперь до конца ролика, потому что это микрофон, который идет в комплекте, и я думаю, настало время немного поговорить о нем. EVO SR1 — это конденсаторный микрофон с большой диафрагмой и узкой направленностью в виде кардиоида. Что такое узкая направленность? На самом деле это вещь достаточно полезная и в домашних условиях, я бы даже сказал, незаменимая. Она позволяет оставлять в центре, в фокусе внимания исключительно ваш голос. Допустим, вы стримите. Что при этом происходит? Ваш компьютер шумит. Ну, немножко, но все же. Шум от клавиатуры, по которой вы печатаете или нажимаете на WASD, когда ходите. Бабушка на кухне готовит ваш любимый борщ, и это тоже какой-то шум. Опять же, никто не отменял соседей за стеной, они также шумят. Конденсаторный микрофон по большей части отсекает эти самые шумы и позволяет вашему голосу оставаться на переднем плане. Давайте я продемонстрирую. Сейчас я говорил, например, непосредственно направленность микрофона, а теперь мы попробуем его немножечко развернуть. Достаточно он туго идет в пауке, к нему мы, кстати, вернемся. Вот так звучит мой голос, если я говорю в тыльную сторону микрофона. Как слышите, сейчас я ушел на задний план, меня слышно намного меньше. Стала слышна комната, ревер комнаты, и даже, возможно, сейчас вы слышите наших соседей, которые решили немножечко помузицировать в этот самый момент. Комплектные наушники тоже достаточно интересные. SR2000 они называются, и на наш взгляд они очень и очень похожи на модель ProL H200. Стоит ли говорить, что ProL H200 это чуть ли не самые лучшие наушники в бюджете 2000 рублей. В довесок к этому многообразию нам дарят бесплатное программное обеспечение от Steinberg и Tonotes. Часть из них обрезанная, но все же, друзья, дареному коню, как говорится. Давайте сделаем небольшую паузу, послушаем комплект в работе, а после теста подведем итоговую черту. Поехали! Как, скажи, давно можно обижаться и за что держаться нам с тобой теперь? Отпусти меня,
дай мне свежий воздух. Так теперь непросто мне с тобой дышать. Мне с тобой дышать. Кроме тебя, кроме тебя, кроме тебя. Кроме тебя, кроме тебя, кроме тебя. Обо всем комплекте коротенечко давайте снова поговорим. Итак, сердцем комплекта все же является внешний аудиоинтерфейс. Это Evo 4, 2 канала по входу, есть инструментальный вход, есть куча интересных функций. Это, к примеру, Smart Gain, который автоматически настраивает вам нужное усиление. И большинство функций у нас рулится через контрольную панель, которая может быть установлена на компьютере. В карте есть Loopback, и я не совру, если скажу, что на данный момент это самый бюджетный интерфейс на рынке с лупбэком на 2 канала по входу. Это действительно заслуживает внимания. Вместе с картой в комплекте у нас идут наушники, которые отлично работают именно с этим аудиоинтерфейсом. Вам не нужно подбирать наушники, вы можете быть уверены, что их хватит, ну, по крайней мере, по громкости. Микрофон. С микрофоном идет Паук. Об этом стоило сказать, потому что это действительно важно. Паук гасит лишние вибрации от того же самого стола. И вместе с комплектом у нас идет вот такой провод XLR. Мы используем штатно наш студийный, чтобы лишний раз вот этот не дергать туда-сюда. Но знаете, что такой проводочек в комплекте все же вы найти сможете. Комплект вполне подойдет для записи музыки. Комплект подойдет для записи озвучек, для записи вокала, дикторского голоса, подкастов и, конечно же, для стриминга. Со стримингом, я думаю, стоит сделать особый упор на стриминг, вернее, потому что это лупбэк, и эта функция достаточно полезная. Неважно, стримите ли вы что-то, ну, допустим, транслируете в Discord, или делаете вы это через XSplit, OBS на какие-то распространенные для стриминга платформы. В общем, друзья, я знаю, что сейчас очень многие уже обзавелись этой карточкой, и я очень вас прошу зайти в комментарии на YouTube к этому ролику и написать, как полет, как вам этот аудиоинтерфейс, какие плюсы вы в нем нашли, какие минусы вы в нем обнаружили. Поделитесь своим опытом с другими людьми, которые, возможно, тоже захотят приобрести что-то подобное, чтобы, ну, знаете, не наступать на те же грабли, или наоборот, чтобы быть уверенным в том, что эта карта действительно отрабатывает на все свои деньги. Вот такой интересный комплект. Друзья, это был канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Ставьте лайки, если ролик пришелся по душе, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Я не прощаюсь, я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Вам на помощь придут вот такие... я наушники забыл выложить. Момент. Не уходи, где наушники? У тебя? Внизу? Нет, они... Или... да, у меня внизу. Извини. Здесь это дерну. Даже вот так, лейбочкой.